Осень в Норчестере выдалась холодной и дождливой. Сумерки наступали рано, и улицы подсвечивались желтыми огнями фонарей. Бизнесмен Ричард Коллинз, владелец крупной девелоперской компании, сидел в своем Бентли и смотрел в окно. Встреча с партнерами сорвалась, и он неожиданно получил редкий шанс провести вечер с дочерью Анной, которой давно уделял слишком мало внимания. Особняк на окраине города встретил его привычной тишиной. Но в этот раз дом казался слишком безмолвным. Поднявшись по лестнице, Ричард услышал приглушенный плач. Сердце сжалось. Это могла быть только Анна, 9-летняя, мягкая и добрая девочка, его свет. Приоткрыв дверь детской, он застыл. Его жена Мэри, ухоженная и холодная, грубо толкала Анну ногой, шипя: «Ты никому не нужна. Ни мне, ни твоему отцу». Анна сидела на полу, закрыв лицо руками, ее плечи дрожали от тихих всхлипов. В груди Ричарда все оборвалось. Никогда он не чувствовал такой смеси ярости и боли. «Что ты делаешь?» Его голос прогремел так, что Мэри вздрогнула. Анна бросилась к отцу, обняла его за пиджак, вся в слезах. Он аккуратно прижал ее к себе, проверяя, не осталось ли на теле синяков. «Ричард, ты все не так понял», — заговорила жена. Она капризничала, я лишь пыталась воспитать ее. «Ты называешь воспитанием удары по ребенку?» Его голос был холоднее льда. «С этого момента ты не моя жена». Он вызвал охрану. Мэри умоляла, оправдывалась, но Ричард даже не взглянул на нее. Мужчины в строгих костюмах сопроводили ее к выходу. «В этом доме нет места для тех, кто способен обидеть ребенка», — сказал он твердо. На следующее утро газеты Ньюбюри пестрели заголовками. Известный бизнесмен выгнал жену после скандала. Но Ричард не читал статей. Он завтракал с Анной. Простой тост, чай и теплая улыбка дочери. «Папа, ты теперь не уедешь?» — спросила она тихо. Он погладил ее по голове и ответил: «Я уеду только тогда, когда ты сама этого захочешь. Пока же знай, никто и никогда не причинит тебе боли». Эти слова стали для девочки настоящим доказательством. Теперь она в безопасности.